В 5 лет он уже играл на скрипке и фано. В 17 получил престижную премию в мире музыки, а в 23 с абсолютным рекордом победил Евровидение. И хоть живет он в Норвегии, мы его считаем своим, а он с улыбкой говорит: «Я белорус». Гость актуального интервью сегодня – Александр Рыбак. Здравствуй, Саша. Здравствуй. Александр Рыбак – музыкант, певец, композитор и актер. Родился 13 мая 1986 года в Минске. В 4 года вместе с родителями переехал в Норвегию. Музыкой занимается с ранних лет. К 5 годам уже играл на фортепиано и скрипке. Среднее образование получил в школе музыки, танца и драматического искусства. В 2003 году был награжден стипендией музыкальной школы Meadowmount, которой удостаиваются ежегодно не более 3 студентов во всем мире. В 2006 победил в норвежском конкурсе молодых талантов. В 2012 закончил учебу по классу скрипки в музыкальной академии в Осло. Настоящий успех к Александру Рыбаку пришел в 2009 году. С песней «Fairy Tale» он выиграл конкурс Евровидения с рекордным количеством очков. В копилке музыканта несколько альбомов. Александр Рыбак в совершенстве владеет игрой на фортепиано, скрипке и гитаре. Написал саундтрек к мультфильму «Как приручить дракона 2». Ты приехал с масштабными проектами. Давай начнем с первого, это Girls Band. Ты собираешь женскую группу. Расскажи, зачем тебе это нужно и куда это тебе надо? У меня идея родилась уже давно написать песню, которая именно такая вот колоритная песня именно для Белоруссии. В чем колорит? В фольклоре. Белорусы очень красиво поют народные песни. Вообще, славянский народ очень хорошо понимает народную музыку, но особенно белорусы с нашими, у нас такой скромный взгляд, я чувствую, и на сцене это очень красиво выглядит. Так что вместо того, чтобы подделываться под разные страны, так как мы видели, что Беларусь очень успешно выступает, очень красиво, но это не белорусские номера. Это пробует почему-то под Испанию, там, под латинские ритмы, под джаз, под Америку подстраиваться. А мне хочется показать Европе именно нашу добрую душу. Почему именно женский коллектив? Я понял, что почти у всех славянских людей очень такой милый акцент, когда они на английском поют. Так что вместо того, чтобы скрывать это, я специально написал песню о том, что мой акцент никуда не денется. Это очень искренне, очень позитивно. И потом подумал, ну, о чем туда? Невозможно просто акцент петь, это будет неинтересно. Так что, конечно, песня о любви в итоге. И я понял, что вот если девушки, белорусские красивые девушки, ну, все белорусские девушки красивые, если они споют о том, что я навсегда тебя буду любить, мы будем всегда вместе, но мой акцент навсегда останется таким, как он есть. Я думаю, что они тогда покорят все сердца. Но, тем не менее, тебе нужно еще пройти национальный отбор. Конкуренции не боишься, потому что претендентов на национальный отбор всегда очень много. Да, я очень рад, что Беларусь так интересуется этим конкурсом, что все смотрят конкурс, и что всегда много качественных артистов поступает на национальный отбор. Я далеко не боюсь конкуренции, потому что я и так эту песню покажу на национальном отборе. И всегда, так как мама говорит, что всегда каждый талант и каждая песня всегда находит свою публику. Так что если мы не победим, если девушки не победят, так это значит, что тогда в этом году есть еще лучше песня. Я сомневаюсь, но может быть. У нас до поездки на Евровидение и после поездки на Евровидение во всех ток-шоу, в газетах, в СМИ обсуждают, что нужно для успеха. То есть ищут формулу. Ты победил, причем с абсолютным рекордом, 5 лет назад.
и ты все равно пытаешься опять вернуться в этот конкурс, но в другой роли, в роли продюсера. Может быть, ты действительно уже знаешь, что нужно для того, чтобы побеждать на этом конкурсе? Мы очень хотим победы. Я думаю, мне повезло. У меня еще было искреннее желание поделиться своей музыкой с людьми. И мне не важно было выиграть. Я чувствовал, что выиграю я или нет, и так я покажу свой талант людям. А когда люди хотят, когда артисты хотят просто выиграть Евровидение, и где мы найдем такого самого крутого композитора, когда просто желание выиграть, стать известным, так это очень редко люди выигрывают тогда. А на самом деле интерес в Норвегии или в других странах Европы такой же высокий к конкурсу Евровидения, как и в Беларуси или в России, в Украине? В некоторых странах, да, особенно в Скандинавии. Это сцена для новых артистов, так же, как и здесь, и в России. А ты случайно захотел участвовать в конкурсе? Я сначала песню написал, а потом почувствовал, что вот это вот песня для Евровидения. И я раньше никогда не понимал Евровидение, пока не написал эту песню и почувствовал, что есть же такой конкурс. Я не могу не спросить еще об одном очень интересном проекте, который ты организовываешь, Да. и который вот это твоя идея. Это концерт, твой концерт под детский оркестр. Расскажи про эту идею, твоя ли, как она к тебе пришла? После Евровидения я увидел, что в многих странах много мальчиков начали играть на скрипке. Раньше это была вещь для девочек. Ну, в многих странах, особенно в Скандинавии, почти только девочки играют на скрипке. Я почувствовал, что я не просто успешный победитель, а у меня еще есть миссия в жизни показать юным талантам, что они могут использовать свой инструмент для разных целей, для разных жанров, чтобы им было интересно играть вместе. И не только чтобы усердно работать, не зная, почему они работают, а наслаждаться своим инструментом. И вот так вот я начал проект, где я сделал аранжировку именно для такого уровня, для юных талантов. Сколько им лет примерно? Ну, это очень по-разному. Ну, вообще там с 5. Сразу, когда они начинают на скрипке играть, у меня уже есть такой очень простой голос для них. И есть еще, конечно, для тех, которые уже опытные, больше профессиональные. Но в этом случае я сделал разные аранжировки на разные свои песни, другие песни, Coldplay, Майкл Джексон и так далее. И вот я приезжаю в разные области, занимаюсь с оркестром 3 дня примерно. И потом у нас вместе в большом зале огромный концерт. И это очень странно. Знаешь, что странно, что в Беларуси это единственная страна, где мне еще трудно реализовать этот проект. Почти везде у нас ответ от директоров, что если мы уже будем устраивать концерт с Александром Рыбаком, мы хотим много денег за это заработать. Мы это не будем ради детей делать, а чтобы уже... Очень странно. Да, так что мы еще ждем, но я уверен, что скоро сейчас какой-нибудь умный директор нам позвонит и скажет, что я вот самый первый, который хочу реализовать этот проект в нашей стране. Я бы так хотел, вот именно здесь мой проект именно нужен. Я уверена, что он реализуется, и мне кажется, Будем что надеяться. да, тебе пойдут навстречу. Тебя родители заставляли играть на музыкальных инструментах? Потому что я знаю, что в 5 лет ты уже играл на скрипке, уже на фортепиано. Я играл. начал на фортепиано, и довольно хорошо еще на фортепиано играю, кстати. Но я не знаю, мне нравится думать, что если бы мама и папа, если мои родители увидели, что у меня нету таланта на музыку, так что они бы не заставляли меня. Я это никогда не узнаю, потому что так получилось, что сразу видно было, что у меня талант. Я знаю, что ты не только поешь и сочиняешь свои песни, но ты и пишешь песни для кино и для мультфильмов. Что тебе ближе?
Я очень хочу писать музыку для фильмов. Я не могу честно сказать, что я сейчас успешный фильм-композитор. Был прекрасный проект, где я сочинил песню для «Как приручить дракона 2». И вот это мультфильм, да. Просто я не могу сказать, что я сидел в студии и писал музыку для всего фильма. Я нормальную фольклорную попсовую музыку, песню сочинил, послал DreamWorks, и они мне ответили, что «Саша, нам понравилась твоя песня, мы ее берем». Я, конечно, был вообще в восторге. И вот сейчас, когда я в Америке был 2 недели назад, меня сразу все так уважали, сразу, когда я сказал, что я для DreamWorks написал песню, потому что они ждут 10 лет, 15, 20, все композиторы просто надеются, что DreamWorks, Disney, что кто-нибудь что-то возьмет, а у меня сразу была песня в титрах последних, да, в фильме, в саундтреке, в альбом, и выбрали мою песню как официальный клип для всего фильма. Так что, видишь, опять нужно чуть-чуть удачи. Ну вот ты, кстати, мне все время подчеркиваешь, что ты хочешь стать музыкантом. Ты даже не женишься, пока не станешь музыкантом настоящим. Ну, то да. есть кто в твоем понимании музыкант тогда? Разве ты Нет, сейчас не являешься? Ой, что ты, я музыкант, нет. Тогда вы неправильно помните, я хочу стать композитором. Композитором? Но вы смотрите, я сочиняю песни для себя, для других артистов. Я пишу для разных оркестров. Но все равно для мира я артист. Все приглашают меня на корпоративы, на концерты именно как артист. И я рад, потому что вы... Сейчас я холостой, мне интересно ездить по всему миру. Но если я когда-нибудь женюсь, так хочется же жить где-нибудь в деревне, да, и быть со своими детьми и работать там, где я живу. То есть для тебя семья очень важна? Вот именно вот такая семья, тихая, уютная жизнь. Для меня покой важен. Я чувствую, что когда-то придет время, где я не хочу, чтобы шоу-бизнес распоряжался моими чувствами, чтобы я потом вдруг через 15 лет у меня был стресс, что сейчас новые артисты, как с ними соревноваться. Да? Я вижу это везде, все артисты начинают бояться больше и больше. А я наоборот хочу поддерживать этих новых артистов. Я хочу сейчас... Сейчас у меня еще энергетика есть, это все нормально, я еще юный, но когда-нибудь я хочу уйти перед камерой, чтобы у меня уже поменьше было, а я уже был за камерой. Как композитор, как продюсер, как, я не знаю, как друг. Мне это очень нравится, это очень приятно, когда ты называешь себя белорусом. Ну, я же белорус. Да, ты всегда очень с такой теплотой относишься к нашей, к родине, к своей. Ты помнишь, когда вот ощутил вот эту любовь к родине? Это было, может быть, первый приезд после Евровидения? Или ты это всегда ощущал, когда ты был даже маленьким? Родители мои всегда давали мне часть родины каждый день. Когда я приехал в Россию, когда мне было 16 лет, уже 10 лет уже не был, когда там раньше был Советский Союз, да, приехал в Россию и сразу почувствовал себя дома, потому что славянские страны, они довольно похожи на друг друга. И сразу почувствовал, что, я сейчас вспомнил детство, хотя не в Беларуси был, я в Москву приехал, там мой дядя меня встретил. Так что даже тогда уже почувствовал, что я дома, да. А когда я в Беларуси приехал, когда мне было 23 года, тогда я понял, что все-таки Беларусь выделяется от других стран, что Беларусь и Россия — это далеко не то же самое. Все, что очень быстро происходит в Москве, а в Беларуси
все обаятельно, объемно, все больше скромные. Так что я почувствовал, что я белорус. Спасибо, Саша, большое, что Не ты за что. приезжаешь, что ты свои проекты, идеи реализовываешь в нашей стране. Я тебе желаю удачи в их реализации и побед.